В мировом боксе закончилась война за бой с Тайсоном Фьюри. Один из самых зрелищных бойцов в истории изначально должен был биться с Энтони Джошуа, но у нескольких мировых федераций были другие планы на цыганского короля. По итогам кропотливых переговоров возможным оппонентом Джошуа станет Александр Усик, а Боб Арум вынужден был объявить, что ныне оппозицией Тайсона будет Деонтей Уайлдер. Их очная битва пройдет 24 июля в Лас-Вегасе. Уже ждешь боя и хочешь узнать, как он закончится? Ты попал на правильный канал. Присаживайся поудобнее и погнали. Первая встреча между боксерами состоялась 1 декабря 2018 года. Забитая до отказа легендарная арена Staples Center в Лос-Анджелесе лицезрела потрясающую 12-раундовую зарубу, где оба атлета выдали свой максимум. По большому счету спортсмены показали ровно то, чего от них и ожидали. Уайлдер сумел дважды отправить Фьюри в нокдаун, а Тайсон в свою очередь вел бой и заметно выигрывал по очкам. Результат же поразил многих. Сыграл коэффициент 30, который букмекеры выдавали на ничью. Команда Тайсона, как и адекватная часть этого мира, была не согласна с подобным вердиктом, но результат отменить не мог никто. Второго боя было не избежать, и уже спустя 1,5 года атлеты вышли на реванш. Обоим не хотелось проводить поединок. Первая заруба была слишком равной, и риски уступить в чемпионской схватке были огромными. Но Тайсону вновь удалось удивить фанбазу. Фьюри – первый боец, которому посчастливилось нанести поражение бронзовому бомбардировщику, причем досрочно. Тайсон заметно перебивал соперника, а в 7-м раунде зажал того у угла и провел нехитрую комбинацию, после которой Уайлдер увидел перед собой белое полотенце. Крайним в итоге сделали секунданта, который это полотенце выбросил. Любопытно, что бойцы шли с примерным равенством по коэффициентам. Сейчас же явным фаворитом боя является именно Фьюри. Но совпадают ли котировки буков с реальными шансами на победу короля? Погнали к разбору. В плане антропометрии не поменялось ничего. Фьюри предстает перед нами все той же махиной, которую легко можно спутать с охранником в ночном клубе. Тогда как Уайлдер куда больше похож на спортсмена. Тайсон опережает своего оппонента как по размаху рук, так и по росту. Но на дальней дистанции в обеих схватках он скорее отхватывал, нежели наносил урон. Из-за этого Тайсон все время лез в клинч и старался сблизиться с оппонентом, расшатав того и раз за разом накидывая джебы. Опыт бойцов сравнивать бесполезно. Оба бились с лучшими тяжами поколения, в том числе и друг с другом. Вот только американский громила из-за своей стилистики имеет в рекорде куда больше нокаутов, нежели Тайсон. Фьюри привык разбивать соперников постепенно и выигрывать по очкам. Британец шоумен до мозга костей, о чем мы еще расскажем при составлении прогноза на поединок. Уайлдер же не привык проводить на ринге много времени, его интересует только спортивная составляющая боя. Ну а что же у нас по трилогии? Третья часть великолепной зарубы едва ли будет отличаться от первых двух. С одной стороны у нас король тайминговых атак, продолжительных комбинаций и передвижений по рингу. С другой Деонтей, который предстает полной противоположностью британца. Уайлдер скорее выступает прототипом дефолтного спортсмена, который привык делать, а не говорить. И именно поэтому даже третья часть после битвы Фьюри-Уайлдер интересна массовому зрителю. Любопытно, что во втором поединке Тайсон, который до этого провел 2 невзрачных боя с посредственными соперниками, смотрелся куда лучше, чем в первом. Он уже не пропускал удары и старался минимизировать урон, который раньше его не особо-то и смущал. Фьюри понимал, что именно в мощном ударе Уайлдера кроется секрет его побед. И Тайсон не давал и шанса пустить в ход знаменитую мельницу. Если в первом поединке она была действенна, то во втором заставила американца вымотаться, ибо его геймплан попросту не работал. У Тайсона исчезли его знаменитые нырки под апперкот оппонента. В первом поединке именно он и послужил причиной для нокдауна короля. Во втором же бомбардировщик, который ужасно чувствовал дистанцию, так и не смог потрясти соперника. Тайсон же был хорош, накидывая удар за ударом.
Повторение этого и будет в третьем поединке. Уайлдеру попросту нечего больше предложить. Он банально уступает в скорости своему оппоненту, а скованность движений не позволит ему биться с Фьюри на равных. Не будем забывать и про то, как Деонтей выбил этот бой. Его команда пошла в суд, не желая отдавать желанный поединок Джошуа. У Тайсона не будет расхлябанности первого боя, ему хочется отомстить команде американца и Деонтею в частности. Относительно спорный момент — досрочное завершение поединка. Прямо скажем, Уайлдер был заметно хуже своего оппонента во второй зарубе, и его угол поступил абсолютно правильно, выбросив белое полотенце. Сейчас же рисковать нечем, заветный 0 поражений был утрачен, а вторая неудача в бою с королем будет означать закат карьеры бомбардировщика. В итоге Уайлдеру остается лишь одно – зарубаться до победного. Шансов победить по очкам у американца не будет, даже если ему удастся отправить соперника в недолгий сон. И лишь в перестрелке Деонтей может надеяться на успех. На сей раз мы дадим 3 прогноза на схватку, и первым из них будет тотал раундов 6,5 больше. Заряженному на унижение оппонента Фьюри может не хватить боевой мощи в начале, а эффект от его ударов соперники чувствуют именно в конце поединка. Вторая схватка – досрочное завершение боя. Да, победа Тайсона по очкам тоже выглядит неплохим исходом, но коэффициент на досрочную остановку боя будет больше и смотрится выигрышнее. Ну и напоследок самый очевидный исход вечера – победа Тайсона Фьюри. Как вам прогноз? Оставляйте свое мнение в комментариях и не забывайте про подписку на канал. Скоро увидимся.